Как только я попробовал этот рецепт, он сразу стал моим любимчиком. Почему? Все очень просто. Он готовится из доступных ингредиентов достаточно просто, быстро, но вкус его забыть невозможно. Привет, друзья! Вы на канале Художник на кухне, и этот новый полезный рецепт сейчас вместе с вами приготовим. Надеюсь, вы также получите удовольствие от самого рецепта и, самое главное, от вкуса. Вкус просто незабываемый. Кстати, мой котик Рыжик передает вам большой привет и ставит вам лайк. Первое, что я сделал, я взял стакан овсянки, обычной дешевой овсяночки, и пропустил через блендер. Сделал более мелкую фракцию. Далее я взял изюм и все сухофрукты, в том числе и данный изюм, я всегда мою теплой водой, даю отстояться, а еще лучше по-хорошему добавить в воду соды и минут на 15. Вот тогда это будет дело. А пока отстаивается изюмчик, я беру второй стакан овсяных хлопьев и поджариваю до золотистой корочки. Блендировать не обязательно и жарить не обязательно овсяночку. Эти действия, они дополнительные, но желательные. И далее, что я делаю? Я сгрузил овсяночку, и теперь мне надо промыть изюм. По сути дела, рецепт готовится очень-очень быстро. Он без всякой химии, без всяких сладостей страшных в виде сахара и прочего. Одна только польза. И причем бюджетный вариант для здоровья. Называется «Ем десерт и худею». Кстати, друзья, если говорить о рецептах, то я рекомендую вам вот эти два шикарных рецепта. Ссылочки на них вы найдете в описании к этому видео. Далее в ход идет банан в количестве 2 штук. В моем случае это средний банан, средней зрелости. И все, что нам надо сделать, быстренько очистить его от кожуры. Это делается буквально за мгновение. И далее нам надо его немножко подготовить. Каким образом будем готовить? Ножом разрезается на такие фрагменты примерно толщиной сантиметр, 1,5 сантиметра. Вот такие вот кружочки делаем. Для чего? Все дело в том, что нам надо соединить банан с овсянкой. Но перед этим я беру сливки 100 мл, жирность максимальная 33%, и добавляю в овсяночку с изюмом. Пусть овсяночка начнет пропитываться. Я, друзья, вам благодарен за вашу поддержку и буду рад, если вы поставите лайк или напишите комментарий этому видео. Не только я буду рад, но и мои любимые песики Аватар и Тигра. Я думаю, вы догадаетесь, кто из них Аватар, кто Тигра, хотя большинство людей почему-то ошибаются в комментариях. Далее в ход идут грецкие орехи у нас. Грецкие орехи растут у меня прямо на моем участке, это свои собственные. Они очень-очень вкусные, и в этом рецепте они просто незаменимы. Горсть орехов, если вы заметили, я не измельчал, а брал достаточно крупную фракцию орехов. Далее в этот рецепт просится добавиться очень-очень вкусный мед. Опять-таки, я был 1 или 2 года пчеловодом, и это единственный, пожалуй, урожай, который я собрал меда. Он очень ценен для меня,
Поэтому я добавляю 2 столовые ложечки в качестве подсластителя. Мне очень интересно, друзья, из какой страны, из какого города вы смотрите это видео. Просто интересно знать, куда же залетел этот рецепт. Так приятно читать в комментариях, что твои рецепты смотрят из разных точек мира. Это так мотивирует снимать для вас новые полезные и вкусные рецепты. Я беру 2 емкости. Более красивые емкости, к сожалению, я не нашел, поэтому взял вот такие 2 баночки. В них накладываю ту самую смесь из орехов, меда и овсяночки. Крупной овсяночки. Мелкую мы еще не использовали. И бананы мы еще не использовали. А вот теперь пришла очередь той самой мелкой овсяночки. В нее мы добавляем какао. И этот рецепт, друзья, он настолько вкусен, вы дадите попробовать вашим родным и близким, они будут просить вас готовить вновь и вновь его. Настолько это вкусное дело, очень вкусно. И я давно не использую обычную муку. А интересно, какую муку вы любите использовать? Какой муке вы отдаете предпочтение? Буду рад, если напишите в комментариях. А пока пришла очередь разминать бананы. Бананы я разминаю вот такой толкушечкой, но из опыта скажу, что не хуже разминает и обычная вилка. Вилка разминает даже очень прекрасно. Поэтому все средства хороши. В измельченную овсяночку, соединенную с какао, добавляем бананы. 2 банана. И получается у нас такая смесь. Этот рецепт, друзья, он ценен тем, что мы ничего не готовим, запекаем, никакой термообработки. А вот, кстати, интересно, кто вам понравился больше? Песики или мой котик Рыжик? Интересно будет почитать в описании. Точнее, в комментариях. Смесь готова. Далее я беру греческий йогурт. Вы можете взять обычный йогурт. Я беру семена чиа. Можете взять льняные, семя кунжут. Тоже очень будет вкусно. В данном случае я соединяю греческий йогурт с семенами чиа. И использую не сразу, а как вы видите, я перемешиваю, чтобы семена чиа начали напитываться влагой и разбухать. Далее я беру тот самый вкусный поджаристый кунжут, белый и черный. Я его всегда жарю, так он выделяет больше своих полезных веществ. И соединяю в йогурте с семенами чиа. Это, друзья, очень-очень-очень вкусно. А тем, кто еще не подписан, советую подписаться, нажать колокольчик, чтобы просто нам не потеряться. Ведь на канале у меня очень много быстрых, полезных, а самое главное, вкусных рецептов. Я кладу 2 слой в виде греческого йогурта, просто йогурта, так как семена чиа в йогурте еще настаиваются. И следующим слоем, вкусным, аппетитным, у нас идет хурма. Мне нравится хурма, которая мягкая. Я буду рад, если вы попробуйте приготовить этот вкусный рецепт, этот десерт, и поделитесь в комментариях, насколько он вам понравился. А я уверен, что он вам понравится. Ведь это так вкусно, друзья. Я когда читаю комментарии и когда вижу, что пишет человек: я приготовил, спасибо, все вкусно, благодарю. И вот когда меня благодарят за мои полезные рецепты,
вы не представляете, насколько я становлюсь счастливым. А это все ваша обратная связь в комментариях. Именно вы сподвигаете меня делать новые рецепты для вас. Итак, третий слой. В баночку отправляется хурма. Прекрасное сочетание с йогуртом и нижним слоем. Но самое главное, плюс этого рецепта и изюминка этого рецепта в том, что мы готовим две разные баночки. У нас будут два абсолютно разных вкуса, два абсолютно разных вида этого десерта. И я взял замороженную малину. Была у меня в морозиловке малина замороженная, я ее решил использовать. И она хорошо разморозится, пока у нас уже будет все готово. Далее я беру лимончик и добываю сок лимона. Лимоны бывают разные, где-то очень много сока, где-то немного сока, но в данном случае было просто идеально. Берете средний лимон, из него отжимаете сок, желательно без косточек, чтобы это все у вас было, и добавляем в смесь шоколадную. И я назвал ее шоколадная смесь, потому что у нас будет две смеси из овсяночки, полезные и вкусные. В данном случае овсяночка с какао и бананом. И именно лимонный сок придает ту самую неповторимость. И шоколадный слой мы укладываем в две баночки. Делается это с помощью вилки и ложки. Если просто брать вилкой или просто одной ложкой, то смесь не очень хорошо отцепляется от столового предмета. Поэтому надо брать две. Вот, друзья, настала очередь слоя из йогурта с семенами чиа и кунжута. А интересно, какой заменитель сахара вы предпочитаете? Как вы видели, я предпочитаю мед. Я почему-то не признаю сахарозаменители. От сахара я давно отказался. И вам советую. И единственный сахарозаменитель, который я, допустим, иногда использую в рецептах, очень редко, это дынный сахар. И пока сейчас мы будем готовить киви в количестве 2 штучек, я расскажу, чем именно дынный сахар выбрал я среди других подсластителей. Благодаря тому, что он имеет нулевой гликемический индекс. То есть он не бьет по нашей поджелудочной, как это делает сахар, фруктоза и прочие подсластители. 2 прекрасных спелых киви уже очищены от кожуры и нарезаются вот такими кружочками. Кружочки я делю напополам. Они для нашего рецепта сильно крупные, поэтому пополам кружочек это будет самое-самое то, друзья. И пока тот, кто не подписан, подписывается на канал, вы видите, что я укладываю новый слой из киви в баночку, где уже у нас находится очень вкусная хурма. Сочетание хурмы с киви – это просто шикарно. А еще сок лимона, еле заметный, создает прекрасную гармонию этого вкуса. Уверяю вас, я не мог остановиться, когда кушал это лакомство. Далее в ход идет у меня клубника. Опять она у меня замороженная. И это ничего страшного, поскольку желательно нашему лакомству дать чуть-чуть постоять в холодильнике, чтобы овсяночка хорошенько пропиталась. Вот такая красота получается у нас.
И, друзья, если вам уже нравится этот рецепт, буду рад, если поставите лайк. Так я пойму, что мои рецепты ценные для вас. А пока идет новый слой. Это тот же слой, который мы укладывали самым первым. Это крупная поджаристая овсяночка с медиком. И наверх я решил положить самых крупных орехов, цельные орехи грецкие. Вот такие половиночки грецких орехов цельные. Это очень вкусно. Я их кладу сразу в 2 банки. И говоря это, понимаю, что слюна идет полным ходом. В этом рецепте, который уже подходит к завершению, у нас осталось совсем чуть-чуть. А именно яблочко. Яблочко прекрасно сочетается в этом рецепте. И этот десерт, я не знаю, как он правильно называется. Я думаю, что вы в комментариях мне подскажете, как он правильно называется. Но по-английски, если переводить на русский, данный рецепт называется «Ночная овсянка». Не знаю, почему так придумали такое название, но логически я понимаю, что овсяночке надо дать настояться, чтобы она пропиталась всеми этими ароматами и соединилась вкусами. И за ночь это как раз происходит самое то. И утром этот пропитанный вкусный десерт, он просто как, я не знаю, как солнышко заряжает на целый день. Энергией, силой, здоровьем, витаминами. В общем, крайне рекомендую этот рецепт. Сверху в одну баночку, как вы видите, я кладу хурму, а сверху укладываю тот самый йогурт с семенами чиа и кунжутиком. Тоже я накладываю во вторую баночку у нас на спелое, вкусное, сочное яблоко. И хочется украсить, потому что это уже и так вкусно, но хочется сделать это еще и красиво. И ваша поддержка действительно мотивирует меня снимать вкусные, полезные и красивые видео. Ну, я художник, и канал поэтому и называется «Художник на кухне». И вот так я решил украсить. Но это еще не все. Завершающая, финальная ягодка на торте у нас будет в виде кокосовой стружки, а точнее кокосовых чипсов. Не знаю, как вам, друзья, но у меня идет слюна уже полным ходом. Настолько это вкусный рецепт. Я, когда первый раз его приготовил, я сразу же влюбился в этот рецепт. А влюбиться в него просто невозможно. Он полезный, вкусный, из доступных ингредиентов. Ну, в общем, все звезды, что называется, сошлись на небе, чтобы этот рецепт стал фаворитом среди прочих моих рецептов, хотя их на канале очень-очень много. И мне очень приятно будет, если вы так же, как и я, сделаете, насладитесь данным рецептом. А мне пришла очередь дегустировать вместе с вами этот сочный рецепт. Очень-очень вкусно, друзья. Невозможно остановиться. Но я не говорю вам до свидания, я не прощаюсь с вами, поскольку совсем через короткое время мы увидимся с вами в новом, вкусном, полезном, а главное простом рецепте из доступных ингредиентов. До встречи на канале «Художник на кухне». С вами был Валера. Приятного аппетита и пока-пока.